Привет, эндуристы! Вы на канале Enduro Factor, и в этом видео мы будем учиться переезжать бревно с помощью переставки. Очень полезный навык, очень многие его игнорируют и не тренируют. Если вы натренируете эту штуку, она будет вас очень сильно реально выручать в сложных условиях. Для тренировки рекомендую выбрать бревно не самое большое, не самое высокое. Почему? Потому что в идеале нам делать переставку, чтобы сразу оба колеса перепрыгивали через бревно. Но когда вы будете учиться, у вас будет все, скорее всего, не очень гладко получаться, как это было и у меня. И, соответственно, бревно пониже вам просто поможет понять принцип, а потом вы будете уже постепенно поднимать высоту. Очень важные вещи, которые нужно знать, чтобы сделать красиво переставку и потратить на нее минимально сил, их несколько. Первая вещь заключается в том, что если вы посмотрите, как сейчас стоит мой мотоцикл, он стоит не параллельно бревну, а он стоит немножко под углом. Вот делайте всегда так, то есть не ровно, а немного под углом. Вот если у меня бревно лежит так, то мотоцикл у меня немного под углом. Это первый принцип, он будет вам очень сильно помогать. Почему? Потому что вот небольшой угол, буквально 10 градусов, он будет сам как будто бы выбрасывать мотоцикл в нужную сторону. Второй момент, когда вы делаете переставку, нужно обязательно мотоцикл немного, то есть чтобы он не ровно стоял вертикально, а немного наклонить к себе, то есть в сторону бревна, в зависимости от того, в какую сторону вы делаете. Следующий момент и следующий важный принцип: для того, чтобы переставить мотоцикл, нужно его качнуть, то есть качнуть, загрузить подвеску. И в момент разгрузки подвески, когда подвеска идет вверх, мы даем импульс сцеплением, как бы поднимаем вилли и перебрасываем мотоцикл. Некоторым ребятам еще помогает немного давить коленкой мотоцикл в необходимую сторону. Я этого не делаю, но некоторым это прям нужно. И самый важный момент, по шагам, если говорить, обратите внимание на свой взгляд. У вас может не получаться переставка, если вы смотрите куда-то туда. Если вы боитесь, что у вас мотоцикл туда полетит, он, скорее всего, туда и полетит. Поэтому, если у вас идет какая-то трасса, идет какой-то трек, и вам нужно сделать переставку, вы подъехали, очень важно обратить свой взор именно туда, куда вам нужно, чтобы мотоцикл приехал. В данном случае, если я стою здесь, и мне нужно, чтобы мотоцикл ехал туда, я сначала делаю качок и перевожу сразу взгляд туда, куда мне нужно. Параллельно вместе с этим отпускаю сцепление. Сейчас буду все показывать, как обычно, как вы любите. А что, если с первого раза не получится? Будете ж смеяться. Подъезжаем под нужным углом, качаем подвеску, делаем импульс сцеплением и переводим взгляд. Вот таким образом. Ногу с подножки мы не убираем. Нога всегда на подножке. Иногда будет случаться такое, особенно первое время, что вы будете заносить переднее колесо, а заднее будет оставаться там. Это уже хорошо. Это, конечно, не супер, не идеально, но это уже круто, и это уже будет вас во многих ситуациях спасать. То есть, если вы занесли переднее колесо, то задним вы уже как-то выскочите. Сейчас покажу, как это работает. Ребят, если вдруг вы недостаточно качнете мотик, у вас может случиться вот такое. То есть вы переставились вот так, не до конца. В этом случае что мы делаем? Уже по заученной схеме просто садимся на жопу и переезжаем это бревно. Давайте еще раз. Подъезжаем к бревну под небольшим углом. Очень важно, чтобы был угол. Затем мотоцикл немного наклонен в сторону бревна. Одна нога на бревне, вторая нога на подножке. Нужно качнуть подвеску. В тот момент, когда подвеска идет вверх, мы даем импульс сцеплением. Взгляд в этот момент уже переводим туда, в ту сторону, куда надо ехать. Все. Подъезжаем. Качаем. Даем импульс и едем дальше. Ну что, эндуристы, подведем итог. Что нам нужно для того, чтобы
переставить мотоцикл через бревно. Нам нужно бревно, нам нужен мотоцикл. Нам нужно подъехать под небольшим углом к мотоциклу. Это первое правило. Второе правило. Мотоцикл немного наклоняем, совсем чуть-чуть, буквально на 5 градусов в сторону бревна. Следующий момент, еще раз повторяюсь, очень важный, это сделать рывок подвеской. Следующим этапом, в тот момент, когда подвеска отыгрывает в обратную сторону, мы даем импульс сцепления, и мотоцикл у нас летит в нужную нам сторону. Иногда бывает такое, что у ребят мотоцикл улетает вперед. Он улетает вперед, потому что, во-первых, они стоят ровно параллельно бревну. Во-вторых, они смотрят прямо параллельно бревну. В-третьих, они не вполне еще научились работать со сцеплением, именно с зацепом и с моментом сцепления. Переводим взгляд туда, куда надо ехать, и мотоцикл пойдет в ту же сторону. Это очень важно. С вами был тренер Юра. Делитесь этими видео с вашими друзьями-эндуристами. Будем на связи. Жду ваших комментариев. Жду ваших успехов. Жду таких комментариев, когда ребята мне напишут, что Юр, посмотрел твое видео, попробовал сделать, все стало понятно, и у меня стало получаться. Вот это для меня самое лучшее. Подписывайтесь на канал Enduro Factor и увидимся в следующих выпусках.